Приветствую всех на канале. Kia Soul к нам приехал с таким шумом. Сейчас проедем, протестируем, продиагностируем и будем снимать редуктор, разбираться с ним. Не знаю, передает ли камера этот шум, который здесь есть. Но он здесь ужасный. Под нагрузкой есть, без нагрузки он меньше, но тоже есть. А если рулем право-лево чуть, шум не меняется абсолютно. То есть это не подшипники ступиц, это именно редуктор. В общем, будем снимать редуктор, разбирать и смотреть, подлежит ли он ремонту или нет. Кстати, масло мы на ней уже проверили. Масло в ней уровень. Поэтому будем разбирать и смотреть. Недавно делал видео, когда, работая во Львове, приезжал Nissan Leaf с похожим шумом, но там и масла не было в редукторе. Здесь же масло в редукторе есть. В общем, снимаем, разбираем его. Сняли редуктор. Сейчас будем его разбирать, смотреть. Вот такой стоит маленький моторчик и привычный вал. Все просто и надежно. Сейчас тогда будем разбирать редуктор. А вот так вот выглядит редуктор, который мы сейчас будем разбирать и смотреть, что здесь вышло из строя. Скорее всего, закончится заменой подшипников и все будет хорошо. В общем, сейчас разберем его и посмотрим. Ну, в общем, перед разборкой решил промыть ее, потому что она немножко грязноватая была. Теперь он такой чистый, красивый. И вот вскрылся вот такой неприятный момент. Вот что-то здесь такое произошло, что пробило корпус, и здесь клеили ее герметиком. То есть эта проблема уже была, и владельцу автомобиля продали уже вот такой вот заряженный автомобиль. Взяли, не варили ее, а просто взяли герметиком, заклеили, потому что это именно герметик. Заклеили герметиком и поставили. Ну, в общем, сейчас тогда в любом случае вскроем, посмотрим, вследствие чего это произошло. Не исключено, что автомобиль был в ДТП, и это следствие ДТП. Потому что здесь как раз крепится подушка, и с этим усилителем ребром жесткости она и могла уйти в сторону. В общем, странно, что не заварили, а вот вышли с положения вот таким вот образом. Но как-то так. В общем, сейчас тогда в любом случае вскроем и посмотрим, потому что уже стало интересно. Вскрыл редуктор, и его что здесь обнаружил? Все-таки это не следствие ДТП, а халатное отношение к автомобилю. Может быть, все слышали, что перед тем, как ставить на паркинг, если машина на крутом спуске стоит, надо сначала ставить на ручник, а затем уже на паркинг. Паркинг механически использовать только на ровной поверхности. Так вот, что произошло? Можете посмотреть, что гребенка, которая стоит и работает на фиксатор, она зализана. То есть эта парковка, она неоднократно ставилась на спуске, и вследствие чего вот этот блокиратор откидывало, и как раз он и бил по корпусу коробки. Вон там видно набитое уже место. И вследствие чего оно как раз било в ребро жесткости и вырвало этот кусок корпуса коробки или редуктора. Вот такая ситуация. То есть это не следствие ДТП, а банальное незнание эксплуатации автомобиля. Это касаемо не только электромобилей, это и на любой коробке автомат. Поэтому прежде чем поставить автомобиль на паркинг, поставьте автомобиль на ручник. Тогда не произойдут такие неприятные моменты. В общем, здесь, к сожалению, из-за того, что
вот эта шестеренка блокировки сильно изношенная, то есть вероятность его соскальзывания в будущем. Что она не жестко блокирует ее, а уже с таким заходом. То есть она ее может выбивать. Вот так вот. Поэтому будем думать, что делать. Стоит ли ремонтировать ее, или же будем узнавать, сколько стоит другой редуктор, и предлагать владельцу замену редуктора. Ну вот как раз подшипник, который и возле максимальной этой шестерни блокировки находился, он и зашумел. Вот этот шум, который у нас был. Ну и, соответственно, все подшипники тоже нужно менять, потому что этот тоже шумит. Конические подшипники визуально без сильной выработки, но они тоже были в этой жиже, поэтому их оставлять нет смысла. Из-за двух подшипников нет смысла их оставлять. В общем, сейчас будем проценивать, сколько будет стоить ремонт этого редуктора и сколько стоит другой бэушный редуктор. И тогда уже будем принимать решение совместно с владельцем, что делать. Либо этот редуктор ремонтировать с заваркой корпуса и заменой подшипников, либо же менять на другой корпус. А вот, кстати, здесь и все продукты износа этих подшипников. Все поприлипало на магнитик. Разобрал редуктор, и вот как раз сейчас хорошо видно, насколько сильно оно било и как выбило вот эту площадочку. И, видимо, било не раз, потому что там уже набило хорошее место. В общем, сейчас разобрал все. И заодно вымоем здесь все и заварим. И вот видно, что здесь предыдущие, кто сюда лазил, склеили ее герметиком. Ну а раз мы сюда полезли, мы, естественно, это все уже будем варить, поэтому придется это все разделывать, убирать герметик и собирать. Подшипники уже тоже пришли. Мы сравнили подшипники, все одинаковые. И можно будет собирать. Редуктор такой мы не нашли, чтобы был где-то в наличии. Можно было опять заказывать, но это долго и нудно. В общем, будем собирать его. И предупредим владельца, чтобы он сначала ставил на паркинг и только затем ставил ее, вернее, сначала ставил на ручник, а потом уже ставил на паркинг. Иначе проблема может повториться. С этой частью мы, к сожалению, ничего особо сделать не сможем, потому что если мы будем распиливать, то у нас будут очень большие канавки. И будет большой люфт, и тоже будет удар, соответственно. Так, все, корпус заварен. Осталось дело за малым. Запрессовать подшипники на валы, отрегулировать их, и все, и можно будет ставить на автомобиль и тестировать. Были отрегулированы все валы, и вал с коническими подшипниками был отрегулирован, пришлось чуть-чуть добавлять. И так здесь стояли заводские шайбы регулировочные, несмотря на то, что шариковые подшипники стоят. Тоже перепроверили регулировку, и теперь можно собирать. Подшипники все пооткрывали, потому что некоторые были закрыты, некоторые открытые. Но так как здесь заливается не АТФ, а трансмиссионное масло, то пооткрывали все подшипники, и они будут все теперь у нас открытого типа. В общем, сейчас собираем, ставим на автомобиль, проедемся и послушаем, как он будет работать. Но на 100% уверен, что теперь будет все отлично. Собрали редуктор, готов к установке уже. Сейчас будем ставить и пробовать, как она себя будет вести. А своим зрителям рекомендую сначала ставить на ручник, а затем уже на паркинг. И это касается не только электричек, но в принципе любых автомобилей с автоматическими трансмиссиями. Первый выезд автомобиля после сборки. По крайней мере, на маленькой скорости шума уже никакого нету. И на скорости тоже шума уже никакого не слышно.
В общем, такое было видео. Если вам нравится такая тематика по электромобилям, то подписывайтесь на канал, будет очень много интересного. До скорой встречи, всем пока. Сейчас все перепроверим, в принципе, можно будет автомобиль выпускать.